Здесь нет стен, башен и каменных руин, только поле и едва заметные впадины. Но под этой травой скрыто поселение, которое изменило наши представления о возникновении цивилизации, у истоков которой стоит союз человека и лошади. На карте это всего лишь поле у реки Иман-Бурлук. Но именно здесь были найдены ранние свидетельства того, что человек уже не просто охотился на лошадь, а управлял ею, доил ее и держал рядом. Долгое время считалось, что именно отсюда произошли все современные лошади. Но генетика опровергла это. Тогда что именно началось с Бутая и почему это место не стало менее важным? Поселение Бутай находится в Айыртауском районе Североказахстанской области, примерно в 40 километрах на запад от районного центра Саумалкөл и 1,5 километрах от села Никольское на правом берегу реки Иман-Бурлук. У этого открытия необычная предыстория. Первые находки заметил не археолог, а местный житель. И лишь потом ими заинтересовались ученые. В селе Никольском средняя школа. Там был директор Исламбек Закриянов Дегенкасы. Он учитель истории. Он был настолько фанат своей профессии. В тот год он организовал именно пикник и музейный урок. И он с учениками идет на побережье Иман-Бурлука. В тот момент он обнаружил останки костей. Но так как он историк, он понял, что кости необычные. После этого обнаружения он сообщает Кокштаускую область. И Кокштаус уже сообщает город Петропавловск, потому что там была создана первая североказахстанская археологическая экспедиция. В состав данной экспедиции входил Виктор Федорович Зайберт, Геннадий Зданович, Плешаков Анатолий Андреевич, Татьяна Матюшина, Марал Хабдулина. Летом 1980 года Виктор Зайберт направил к Иман-Бурлуку 2 молодых сотрудников. Через несколько дней они вернулись с фрагментами керамики. Памятник был найден, но его уже разрушал овраг. Берег осыпается и уходят артефакты. Поэтому они хотели побыстрее раскопать вдоль берега, весь этот раскоп вести. Самые первые археологические раскопки были начаты в 1980 году профессором Виктором Федоровичем Зайбертом. С 1980 года до наших дней было найдено около 200 тысяч артефактов. Из них очень много было уникальных артефактов. Например, около 90% всех найденных остеологических материалов – это кости животного, именно лошади. В 1983 году Виктор Федорович Зайберт проводил самый первый всесоюзный семинар, где собрались ученые-остеологи, трассологи всего Союза с городов Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Омск и так далее. Остеологи, которые приехали изучать останки животных каменного века, доказали, что эти найденные останки принадлежат очень древним животным, именно эниолиту, медно-каменному веку. И тогда Виктор Федорович Зайберт понимает, что это феномен, что это уникальный памятник. Уже потихоньку с годами попадают все останки на лабораторные исследования, научно-исследовательские работы. Было уже доказано, что бутайская культура, именно домашние лошади, именно на территории Североказахстанской области. Виктор Зайберт – сын поволжских немцев, депортированных в Казахстан. Себя он называл немецким сыном казахского народа. Доктор наук, автор больше сотни работ и главной книги своей жизни – монографии «Бутайская культура».
О Ботае было известно уже давно, и в 90-х годах был организован научный симпозиум, где со всего мира собрались все археологи, ученые, и тогда был поднят вопрос о том, что именно коневоды и именно всадническая культура идет у нас с северного региона. В 1995 году было образовано такой большой симпозиум, куда приехали около 80 ученых из стран СНГ и 16 стран из дальнего зарубежья. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и другие страны. Ученые начали изучать ботайскую культуру. Ботайцы жили оседло, в углубленных жилищах, строили из дерева и земли, обрабатывали камень и кость. Отсутствие металла в их культуре не означало простоты. Поселение требовало организации, навыков и постоянной работы. Геомагнитные съемки выдали, что самые первые, если в 1980 году Виктором Федоровичем Зайбертом было найдено около 150 жилищ, это видимых жилищ на поверхности Земли. Когда Алан Оутром провел геомагнитные съемки, здесь уже было найдено около 800 жилищных впадин. Большая часть поселения лежит под землей. Но для начала давайте попробуем увидеть быт ботайца, потому что уже поднято на поверхность по дому, орудиям труда, керамике и другим находкам. Музей-заповедник Ботай официально был открыт 18 августа 2018 году при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. На сегодняшний день наш музей занимается научно-исследовательской деятельностью, популяризацией культурного наследия, экскурсионной деятельностью. Но это все благодаря и поддержке нашего государства и Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Ежегодно к нам по 10-12 тысяч туристов приезжают, а в общем со дня открытия более 40 тысяч туристов нас посетило. Но я думаю, мы на этом не остановимся, мы будем дальше популяризировать, работать. Мы проводим различные мероприятия. В этом году мы провели 26 июня впервые международный этнофестиваль. Это не только в Айртауском районе, это в Североказахстанской области впервые такой этнофестиваль был. И нам надо было показать в данном мероприятии, что мы такие организации, такие сферы, как образование, туризм, спорт, мы едины, и мы без этого не можем. У нас были такие площадки спортивные, именно поднять культуру ту, которая была. Конные прогулки, скачки у нас проходили, игры различные. Сегодня в музее 2 экспозиционных зала, а посетителей встречает макет ботайского жилища. И это не просто декорация. В его форме спрятана первая инженерная мысль человека этой земли. Жилище ботайцев было углублено в землю в 2 метра и обмазано глиной стеной, а вверх поднято бревном. Посередине был очаг, который передавал тепло, свет и для приготовления еды и обработки керамики. У них даже был аварийный выход. Зимой, когда снегом замело двери, они через лестницу поднимались, выходили на улицу. Можно сказать, что жилище ботайцев – это прототип казахской юрты, потому что очень похожие. Это не временный лагерь охотника, а жилище ботайцев, которые очень долгое время жили здесь. В принципе, можно сказать, что первая инженерная мысль зародилась именно на поселении Ботай. Первую экспериментальную реконструкцию ботайского жилища археологи построили еще в 1983 году. Новая волна музеификации началась в 2019, а в 2021-2023 годах на самом поселении появились 4 реконструированных жилища. В 2023 году была реконструкция, можно сказать, музеификация 2 жилищ, где мы создали сами с прошлого года начиная. Мы разрабатывали именно концепцию, как будет внутреннее убранство для привлечения туристов.
когда заходит турист, чтобы он окунулся в тот период, видел жизнь и быт того периода. И в этом году у нас при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан у нас продолжаются работы музеификации. В витринах костяные ножи, иглы, наконечники, орудия для обработки шкур и фрагменты керамики. Каждый предмет отвечает на один практический вопрос: чем резали, как шили, что готовили, как обрабатывали добычу и сырье. Мы находимся в экспозиционном зале музея-заповедника Бутай. В фондах музея-заповедника хранятся более 10 тысяч артефактов. В данном зале представлены самые уникальные артефакты музея. Во время раскопок очень много находим костяные орудия труда, в основном это для охоты. Наконечники стрел, наконечники копий, наконечники дротиков. В основном они являются из яшма-кварцита. Кварциты очень острые, хорошо заточенные, которые можно резать рыбу, мясо, шкуру, использование в быту. Эти уникальные фрагменты керамики, которые были найдены на поселении Ботай и обнаружены следы кымыза. На данной керамике можно увидеть разные узоры, орнаментированные узоры, в основном в геометрическом стиле. Данную керамику наш художник-реставратор отреставрировал и создал вот такую посуду того времени, которые хранили кымыз, молоко, воду и использовали в быту. В формовочной массе некоторых сосудов ботайской керамики обнаружены волокна шерсти, а также сохранились отпечатки текстиля. И это не случайно, ботайцы уже шили одежды. Ученый из Соединенных Штатов Америки Сандра Олсон изучала очень много артефактов ботайской культуры, а именно здесь археологический материал, фаланги, много каменных орудий, например, утюжки. На них были очень много разных геометрических фигур. Часть линии на костях не просто орнамент, а выкройка. Чертеж женского платья записан на кости, кость заменяла ботайцам бумагу. Перед вами реконструкция одежды ботайской женщины по реконструкции американского ученого Сандра Олсон, который очень много лет исследовала, изучала ботайскую культуру и предоставила нам вот такую вот одежду ботайской женщины, которая украшена орнаментами в геометрическом стиле. Это у нас треугольники, зигзаги и узоры разного. Также женщины носили украшения, это в основном были кости рыбы и ракушки. Еще один уникальный артефакт в нашем музее – это у нас фаланги лошади. Уникальность в том, что она орнаментированная. Вокруг него до сих пор очень много споров, для чего она применялась. По нашей версии, в основном они идут как ожерелья, как амулеты, либо как тумары, сейчас современным. Орнаменты – это у нас в основном геометрический стиль, это у нас зигзаги, треугольники, в виде елки можно встретить. По научной версии, в основном их носили женщины, как оберег, как талисман и, конечно же, для красоты, так как женщины до сих пор умеем и любим красиво одеваться. Эти орудия труда в основном использовали женщины. Это у нас каменный нож и каменный скребок для чистки рыбы, чтобы резать мясо и чистить шкуру. Археологическую культуру узнают по общим чертам. Какой была посуда, как строили дома, какими орудиями пользовались и как хоронили умерших. Если такой набор встречается на разных памятниках одного времени и территории, их относят к одной археологической культуре. Все стоянки, которые обнаружены, наименования дают рядом, который населенный пункт. Изначально Виктор Федорович хотел назвать Никольская культура, но местные жители, аксакалы, приехали к Виктору Федоровичу и попросили назвать Ботай. Почему Ботай? Был би такой в Володарском округе. Он многое делал для народа, для населения. Очень мудрый, справедливый был человек. И в честь него попросили назвать. Виктор Федорович согласился, и вот поэтому на сегодняшний день, на протяжении более 40 лет, мы говорим о ботайской культуре. Ботайская культура – это не только поселение Ботай, которое находится в Северном Казахстане, это еще поселение Рощинское,
которая находится в Акмолинской области, Васильковка. Также имеется еще поселение Сергеевка и возле Кочетава Красный Яр. В раскопках 22 года на поселении Красный Яр нашли такой вот костяной нож, который сохранился в очень хорошем качестве. Также рядом нашли костяной гарпун для использования в рыболовстве. Перед вами сверлильный станок, который реконструировал сам Виктор Федорович Зайберт. Сверлильный станок в основном использовался для обработки каменных дисков, для того, чтобы сделали вот такие вот отверстия на каменных дисках. И с помощью 2 человек они делали отверстия на камнях. Получается, один каменный диск они изготавливали 5-6 месяцев. И по размеру, по толщине они тоже очень разные, от 5 до 50 килограмм. Каменные диски они в основном использовали как в виде отбойника, как молота. Маленькие каменные диски в основном использовали для рыболовства, для сетей, как утяжелители, как грузики. В другом зале археологические данные переведены на язык живописи. Художник-реставратор музея показывает то, чего не сохранила земля. Движения, лица, работу, охоту. Эти картины не доказательства, а визуальная версия прошлого, собранная из находок. В этом году при поддержке именно Министерства культуры и информации, а также Акимата Северо-Казахстанской области за 8 лет мы приобрели здание. У нас открыт зал художественной галереи, у нас есть свой художник-реставратор, и мы популяризируем не только ботайскую культуру и жизнь ботайцев того периода, все памятники истории и культуры нашего региона. В этом году мы также провели республиканский научно-образовательный конкурс макетов ботайской культуры. И нужно отметить, что не только наш регион знает, со всего Казахстана поступили более 40 работ. Также мы впервые провели в этом году республиканский конкурс экскурсоводов. В этом году осенью мы планируем провести республиканский конкурс «Туристический маршрут». Поэтому мы работаем над этим, мы хотим дальше развиваться по всем этим направлениям. И я думаю, что Ботай – это будет местом притяжения по всем мероприятиям, не только для туристов, но как и для ученых, как и для любых студентов, учеников. Мы берем все категории. И для учащихся школ мы проводим мероприятия, и для студентов проводим, ну и по организациям. Масло на холсте может показать целую сцену. Археологии же достаточно лишь царапины, чтобы увидеть всю картину. Приручение – это не кувшин и не стена. Его нельзя выкопать. Так как доказать, что 5500 лет тому назад человек не просто ел этих животных, а приручил их? Оказывается, очень просто, по следам, почти невидимым. И первый такой след ученые обнаружили во рту лошади. В 2009 году Алан Отрум, когда изучал зубы лошади, на задних частях зубов были деформации. Многие североамериканские ученые писали статьи, что эти деформации были быть, когда, получается, они жевали траву. Но к этому доказательства они никакие не привели. Алан Отрум, когда, получается, в лабораторных условиях изучил полностью, доказал, что это именно деформация и от уздечек. Он доказал, что, получается, вот эти зубы – доказательства о доместикации лошади именно на поселении Ботай. В 2024 году генетика дала новый аргумент. У ботайских лошадей поколения сменялись необычно быстро. Возможно, люди уже контролировали их размножение, весомый признак одомашивания. Но следующий аргумент еще убедительнее. Алан Отрум из Великобритании, Экзетерского университета,
Он в 2008 году взял керамическую посуду, которую Виктор Федорович Зайберт нашел на поселении Ботай, и провел лабораторные работы. Лабораторные работы показали, что на стенке керамической посуды были найдены множественные молекулы жировых останков молока. В 2009 году лабораторные результаты этого исследования вышли в международных журналах. Анализ выявил следы кобыльего молока. Было ли оно уже перебродившим, как кумыс, установить пока нельзя. Но сам факт доения говорит о многом. Отношения человека с лошадью уже вышли далеко за пределы охоты. На территории Ботая площадью 25 на 25 метров были найдены загонные территории. Когда проходили археологические раскопки в 2019 году, рядом были найдены жилищные падины, где находились очень много артефактов, именно керамическая посуда. Рядом с жилищем были найдены много навоза. Это жизнедеятельность животного, именно лошади ботайской. На территории Ботая не только найдено было кости лошади, еще с лошадью вместе, на втором месте находится собака. Кости собаки были найдены возле жилища парами, так что рядом с ботайцами всегда были лошадь и собака. 4 линии доказательств: управление лошадьми, доение, контроль их размножения и содержание рядом с поселением. Каждый допускает вопросы, но вместе они делают Ботай одним из ключевых мест в истории отношений человека и лошади. Казалось бы, дальше все просто. Если здесь так рано начали управлять лошадью, значит именно от этих животных произошли современные домашние кони. Именно так объясняли Ботай десятилетиями, но ДНК показала другое. В 2018 году международная группа ученых прочитала древнюю ДНК ботайских лошадей. Результат ошеломил их самих. Они оказались предками не современных домашних коней, а лошадей Пржевальского. От ботайской линии в геноме осталось лишь около 2,5%. Ботайская лошадь не имеет связи с современными лошадьми, более ближе генетически пржевальской лошади. Это говорит о том, что ботайские лошади около 800 лет домашнились, получается, хозяйстве использовались, но после этого каким-то образом, по каким-то катаклизмам природным или там мы не знаем, не доказано, они обратно стали дикими. Вопрос не стоит в том, что были ли отношения, вопрос стоит в том, что какими они были. Для легенды это был сильный удар. Для науки важное уточнение. Ботай перестал быть точкой, откуда вышли все кони мира, но стал частью более сложной истории с несколькими этапами. В 2021 году генетики указали на вероятную родину предков современных домашних лошадей – низовья Дона и Волги. Около 4000 лет назад эта линия начала быстро распространяться по Евразии. Ее успех ученые связывают с отбором более выносливых и покладистых лошадей. Волгодонская же экспедиция нашла на территории Российской Федерации кости животных, именно лошади, которые были обузданы и одомашнены после ботайской культуры. Самые ранние свидетельства верховой езды нашли не в Ботае, а на скелетах людей явной культуры около 5000 лет назад. Их кости сохранили признаки, характерные для наездников, но Ботай раньше, и Ботай о другом. Генетики прочитали не только лошадей, они заглянули в ДНК ботайцев, и вот кем они оказались. Еще до генетики антропологи отмечали неоднородность ботайских черепов. Один из них даже связывали с так называемым экваториальным типом, хотя позже эту версию оспорили. Выборка слишком мала, чтобы говорить о едином лице ботайца. Современные исследования указывают на глубокий североевразийский пласт, родственный и предкам коренных народов Америки. В 2015 году при исследовании останков черепа ботайского человека были изучены ДНК
человека, именно R1B. Это относится к центральноазиатским, алтайским жителям. Проще говоря, ботайцы очень древняя отдельная ветвь, совсем как лошади. И здесь та же история, что и с конями. Как ботайская лошадь оказалась боковой ветвью, так и сами ботайцы были отдельным древним народом, непрямой роднёй тех, кто пришел в эти степи позже. За тысячи лет степь не раз меняла жителей и языки, и то, что связывает нас с Ботаем, не столько кровь, сколько сама эта земля и союз с конем, который здесь начался. Получается, ДНК дважды изменил картину памятника, и сами бутайцы и их лошади оказались непрямыми предками тех, кто пришел сюда позже. Но значит ли это, что главное открытие Ботая было понято неверно? Генетика не отменяет наши улики. Узда осталась, кости остались, загоны остались, доение осталось. Приручение лошадей – это не один день и не одно место. И спор ученых идет. Это нормально. Наука живая. Генетическая ветвь ботайских лошадей не стала главной, но навыки и сам принцип жизни рядом с лошадью могли возникать, исчезать и появляться снова в разных сообществах. Значение Ботая в раннем опыте этой близости, а не вправе называться единственной прародиной. Археология может показать, что люди делали с лошадью. Труднее понять, что она значила для них. И здесь начинается граница между фактами и интерпретацией. Одна из самых ярких находок на поселении Ботай – это найденные останки в межжилищных пространствах черепа лошадей. Они были устроены на друг друга, 3 черепа. При раскопках в 2017 году за этими черепами были найдены погребения, именно погребения ботайских людей. Что именно значили для ботайцев эти образы, мы можем только предполагать. Но особое отношение человека к лошади на Ботае не заканчивается. Спустя тысячелетия его неожиданный отзвук мы встретим уже на другом конце света. Когда-то лошади исчезли в Америке, а спустя тысячелетия вернулись туда из Евразии. Сегодня же обратный путь совершают люди. Они приезжают в Ботай, чтобы прикоснуться к истокам этого великого союза человека с конем. И круг замыкается не только в пространстве, но и в духовной связи с древним спутником. I believe Kazakhstan and North America hold a deep ancient connection. When we look at the horse and what the horse has done to shape civilizations and cultures, we see that this connection is truly, truly profound. But in Kazakhstan, in North Kazakhstan, we see one of the earliest cultures around the horse. The Botai people in North Kazakhstan lived sustainably, lived in harmony with nature, and utilized every part of the horse for sustenance, for everyday livelihood. This is echoed and parallel among nations in North America, where the horse has always been central to indigenous cultures. К нам приезжают туристы из США, коренные народы Чероки, Навахо и другие. Но они, когда приезжают, говорят, что поселение Ботай им снилось во снах. Мы не можем это объяснить как-то, но Ботай – это поселение непростое. Ну, я здесь живу уже с рождения, уже 8-й десяток. И вот такие аномалии иногда приходилось наблюдать. Из окон моего дома видно лес. И вот в лесу иногда кто-то как бы фонариком светит в разных местах. Ну, на это внимание обращали. А получилось так, что приезжие тут фермеры были
заметили это и спрашивают меня, кто у вас лазит в лесу. Я говорю, я тоже такое наблюдаю уже не один десяток лет. Ну а что, какая аномалия, не знаю. Вообще, когда раскопки велись, Зайберт, студенты жили в лесу, в палатках. Их пугали батайской собакой, чтобы они не разбегались там по ночам, не лазили нигде. Теперь вот последние годы я слышу лай собаки. Вот именно где вот раскопки ведутся, рядом лес. Весной там лаяла собака. Сейчас вот в наше время, в этот момент, следующий лес есть. Сейчас там в следующем лесу лает. Найти не могу, кто это такой. Сны и рассказы об аномалиях и странных звуках археология проверить не может. Но возможные следы духовной жизни бутайцев она все же находит. В одном из погребений череп со следами трепанации, погребенный в глиняной маске. По данным музея, это древнейшая известная в Казахстане операция такого рода. В 1983 году было открыто еще одно такой значительный предмет. Это череп человека с трепанацией. Череп был найден в 1983 году, когда были проведены археологические раскопки. Этот предмет был особенным, потому что на затылке этого черепа было два отверстия. Когда при изучении этого черепа обнаружили, что в то время в неолите делали трепанацию. Это значит, что в ботайской культуре не только развивали хозяйство, это получается о домашней лошади, но развивалась и медицина. В 2009 году, когда проводились лабораторные работы, доказали, что этому человеку было около 13 лет. После медицинского вмешательства, значит, что проводили когда трепанацию, этот человек еще прожил около 17 лет. Многие ученые говорят, что этот человек был шаманом. Когда, получается, открывали отверстие, он соединялся с потусторонним миром и общался с духами. Но многие ученые говорят о другом, что этот человек болел черепно-мозговым давлением. Когда человек болел, эту, получается, пробку открывали и оттуда выгоняли лишнюю кровь. А потом дальше закрывали. Это тоже было доказано в лабораторных условиях. Мы никогда не узнаем, во что верили бутайцы, какие обряды они совершали и что значило это место для них. Но археология показывает, что их мир не ограничивался жилищем, охотой и заботой о лошадях. В нем также было место символам, ритуалам и представлением о том, чего нельзя увидеть. У Бутая есть парадокс. Его главный экспонат нельзя поместить в витрину. Это поле. Слой за слоем. Именно земля, которая сохранила это поселение, продолжает его разрушать. С 80 по 90-е годы было потеряно около 3000 квадратных метров культурного слоя. Чтобы не потерять культурный слой, было, получается, проведено около 150 археологических раскопок. Вообще тут территория 15 гектар раскопа. Охраняемая зона здесь отвели с нацпарка. С каждым годом осыпается берег, и надо посадить саженцы какие-то. Мы немножко начали садить, примерно за мной там посадили где-то в пределах 120 саженцев сосны. Надо немножко укреплять, как-то что-то придумать для этого дела. Рекультивацию земли надо будет делать, чтобы не так смывало. Археологический памятник поселения Бутай расположен на территории национального парка ГНПП Кокшетау. У нас 72,5 гектаров. Основной массив – это лесной массив, и 62,5 гектаров – это само поселение Бутай. У нас охранные зоны имеются, зоны регулирования. Для сохранения памятника поселения у нас разработаны туристические маршруты. Через каждые 500 метров у нас стоят указатели о том, для всех туристов это важно знать, о том, что здесь какие есть правила безопасности и техника безопасности. С 1980 по 2026 год собрано музеем-заповедником Бутай около 200 тысяч археологических артефактов.
На сегодняшний день археологические раскопки были приостановлены, так как артефактов очень много. При поддержке Министерства культуры и информации с 27 по 29 годы планируются работы по систематизации и изучению находок. Мы начали с вопроса, так что же осталось от Бутая, если современная лошадь вышла не отсюда? Ответ перед нами. Остался один из самых ранних опытов жизни человека с конем. Сама эпоха энеолита, да, мы говорим о том, что это 3-4 тысячелетие до нашей эры, и говорим о том, что именно цивилизация, что такое цивилизация, да, что именно от пешей коммуникации перешли в конную коммуникацию. Чем важен? Тем, что именно одомашненная лошадь была на территории Казахстана, что молекулы кумыса были найдены на керамических сосудах на территории Казахстана. И именно отсюда же идет уже, можно сказать, эволюция, кочевники. И вся история наша, да, с лошадьми связана, с природой связана. И, конечно, для науки, для всего Казахстана это очень важный феномен, что именно у нас это все было обнаружено, и исследования до сих пор продолжаются. При этом Ботай уже включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это большой шаг, но пока именно путь, а не финал. В основной список мы еще не вошли. И все это мы делаем вместе с государством и с нашим министерством. Вы спросите, ради чего? Ради того, чтобы одна из первых страниц истории коня, которую Казахстан подарил миру, была сохранена, и чтобы ее увидели наши дети и наше поколение. So whether we are riding in the plains in South Dakota or in the Great Steppe in Kazakhstan, we're honoring an ancient connection, honoring the spirit of the horse. And that connection continues and endures. Thousands of years of this history, culture, and continuance that we can celebrate today. Ботай не стал прародиной всех современных коней, но его значение от этого не уменьшилось. Здесь человек научился держать лошадь в узде, управлять ею, доить и строить с ней целую жизнь. Генетическая линия почти исчезла, но сам принцип союза остался и изменил историю не только степи, но и всего мира. Поэтому над Ботаем возвышается не знамя первовсадника и не знамя прародины современных лошадей. Это знамя союза, священной связи, которая важнее крови. С вами был Бекбол Нурмуханбетов. Подписывайтесь на канал и продолжайте смотреть новые выпуски цикла «12 священных знамен Казахстана».